Москва. Декабрь 1991 года. Огромная империя доживает свои последние дни. Власть уходит из рук в руки, и вместе с ядерным чемоданчиком новому президенту передают кое-что пострашнее. Запечатанный пакет, тонкую картонную папку. Ее спрятал лично Сталин, а потом, как смертоносную эстафету, берегли все генсеки без исключения. Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев. Каждый из них точно знал, что внутри. И каждый стискивал зубы и молчал. Когда этот пакет наконец вскрыли, оттуда вывалились два преступления, которые Москва прятала от всего мира полвека. Там лежал тайный пакт между Сталиным и Гитлером, та самая сделка, что спустила с цепи Вторую мировую войну и хладнокровно раскроила Восточную Европу пополам. И там лежали документы о бойне в Катыни. Маленькое село под Смоленском. Весна 1940-го. За полгода до этого по тому самому пакту Польшу разорвали надвое. Гитлер ударил с запада, Советский Союз с востока. Тысячи польских офицеров оказались в плену у Советов. А потом одним будничным решением Политбюро почти 22 тысячи человек вывели в лес и пустили каждому пулю в затылок. Кадровые военные, а вместе с ними врачи, инженеры, учителя, надевшие погоны. Цвет целого народа. В расход. И следующие 50 лет Москва, не моргая, повторяла миру: это сделали немцы. 50 лет тотальной зацементированной лжи. И все это время настоящая правда спокойно лежала в сейфе, который передавали друг другу по наследству. И вот теперь вдумайтесь. Это был всего один пакет. Тот, который им все-таки пришлось открыть. Но если в одной единственной тонкой папке пряталась целая бойня, которую отрицали полвека, то что же лежит в тех пакетах, которые открывать отказываются до сих пор? Что таится на полках, которые сегодня снова наглухо закрыты? И почему то, в чем когда-то уже признались при новой власти, снова прячут под гриф «секретно»? Так что же на самом деле скрывают архивы НКВД? Ответ на этот вопрос есть, и мы к нему придем. Но чтобы понять его по-настоящему, нам придется пройти весь этот путь до конца. Знаете, в чем главная шизофрения той системы? Они были конченными бюрократами. Они с маниакальной точностью протоколировали все. Сколько пудов зерна отняли у крестьян, сколько золота выскребли из церквей, и сколько людей они пустили в расход. И вся эта людоедская бухгалтерия до сих пор спокойно лежит в архивах, потому что массовый расстрел тогда не был вспышкой гнева, это не было аффектом, это была профессия, обычный государственный конвейер. В регионы просто спускали приказ, тот самый приказ НКВД номер 447, и в нем черным по белому стояли лимиты. Сколько человек в области нужно сгноить в лагере, а сколько убить. У них был план по трупам, буквально, мать вашу, как план по выплавке стали или добыче угля. Знаменитые тройки. 3 человека за столом, которые ни разу даже в глаза не видели обвиняемого, не слышали его голоса, штамповали сотни смертных приговоров за один вечер. На Бутовском полигоне под Москвой в разгар террора валили до 500 человек в день. По их же собственным официально рассекреченным бумагам с 1921 года по 1953 год они пустили в расход почти 800 тысяч человек. И 700 тысяч из них всего за 2 года, в 1937 и 1938. Из этой горы мертвецов историки смогли восстановить по именам лишь четверть. 3 из каждых 4 так и лежат в безымянных рвах и братских могилах. Без имени, без даты, без строчки. Потому что бумаги, которые могли бы их назвать, либо заперты в сейфе, либо сожжены. Так ответьте мне на один вопрос. Что это за государство, которое своих убитых граждан сосчитало точнее, чем мешки с картошкой, но стерло их имена из истории? И главное, кого они до сих пор так отчаянно покрывают, если к полкам, где лежат остальная часть этой кровавой бухгалтерии, нас не пускают по сей день. Но самый трэш начинается, когда ты пытаешься до этих полок добраться. Вы думаете, главный архив страны — это пыльный музей с очкариками? Хрена с два. Главный сейф страны — это архив президента. Личная, наглухо закрытая кубышка Кремля, куда историкам вход заказан в принципе. Чтобы вы понимали уровень цинизма, в 2016 году Росархив вообще вырвали из рук Министерства культуры и переподчинили напрямую администрацию президента. Все, архивы в этой стране больше не служат истории, они подчиняются власти.
Хотите почитать документы КГБ? Гуляйте. Они засекречены до 2044 года. Но им и этого мало. В 2025 году они пошли на откровенный юридический беспредел. По закону любое дело старше 75 лет обязаны открыть для всех. Что делают они? Они тихо, без шума и пыли, переклеивают на эти папки гриф для служебного пользования. Закон говорит открыто, система говорит пошли вон. И знаете, что они охраняют самой бешеной параноидальной яростью? Имена палачей. ФСБ прямым текстом отказывается рассекречивать составы тех самых троек. Тех упырей, которые не глядя подписывали расстрельные списки. Имена жертв по крупицам с кровью, но вытащить можно, а вот имена тех, кто их убивал, это у нас государственная тайна. Чью репутацию так трепетно бережет государство спустя почти 100 лет? Кого они защищают? Своих? А вот вам абсолютный сюр. Катынь. Та самая папка, которую Ельцин вскрыл и показал всему миру. Знаете, что с ней сделали при Путине? Ее тупо засекретили обратно. Расследование свернули. 116 томов из 183 снова накрыли грифом. Правозащитники годами бились в судах, чтобы их открыть. И предсказуемо проиграли. А потом их самих стерли в порошок. Вы понимаете, что произошло? Государство публично признало преступление. А потом просто передумало. Если они с таким остервенением прячут то, в чем уже однажды признались, то какой же ад они скрывают там, в чем не признавались никогда? И не пора ли поставить вопрос жестче, а осталось ли там вообще что прятать? Или самые страшные страницы этой бухгалтерии они уже давно сожгли? Папка спрятана, она хотя бы физически существует. Настоящий мрак начинается там, где бумаг больше нет. Они жгли. Жгли методично, буднично, строго по инструкции. 1941 год. Немцы прут на Москву. И НКВД в животном страхе палит собственные архивы, лишь бы они не достались врагу. В печь летит огромная часть московской картотеки. Сотни тысяч человеческих судеб обращаются в пепел за один день. Но самое мерзкое творилось не в войну. Самую дичь они устроили в хваленную мирную оттепель. 1954-55 годы. При Хрущеве сверху спускают негласный приказ уничтожить все, что клевещет на честный советский народ. И в ту топку летят уже не случайные бумаги. В ту топку тоннами летят свои же доносы, списки своей же агентуры, отчеты о расправах. Зачем? Да чтобы вчерашние палачи и стукачи могли спокойно жрать икру на дачах и получать персональную пенсию. Они просто тупо и планомерно заметали за собой следы. 1990 год. Империя трещит по швам. Глава КГБ Крючков отдает приказ сжечь агентурные дела. Их жгли эшелонами. До упора жгли даже тогда, когда сверху уже пытались бить по рукам. А теперь наше время. 2014 год. Выходит межведомственная инструкция уничтожать учетные карточки зэков, как только человеку исполнится 80 лет. Последних свидетелей ГУЛАГа вымарывают из памяти просто по календарю. Сработал таймер в Шредер. Правозащитники из мемориала тогда сказали прямо: мы даже не можем оценить масштаб этих потерь. Вот в этом весь фокус. Мы даже не представляем объемов того, чего мы не знаем. Жгли они все-таки не все. Самую суть они сберегли. Если они с такой бешеной яростью уничтожали улики, почему самые страшные бумаги не полетели в костер, а легли в сейф? Что там, черт возьми, такое, что даже этим упырям было жалко пустить в расход? Они берегли все это не для истории с большой буквы. Они берегли это для себя. Потому что документ — это страховка. Это стальная удавка на шее у соседа по политбюро. Пока у тебя в сейфе лежит бумажка с его личной подписью под расстрельным списком, он твой с потрохами. Такое не кидают в печь. Такое берегут, как ядерный компромат. И теперь посмотрите, где вся эта кровь осела. Не в областях, не в глухих райотделах. Все стекалось наверх в Москву, потому что и придумывали эту мясорубку именно там. Вы слышали про сталинские списки? Это перечни людей, которых отправляли на тот свет не суд, и даже не слепая тройка. Это делало лично Политбюро. Сталин, Молотов, Каганович сидели в кабинетах, брали ручку и буднично ставили галочку напротив живого человека. 383 таких списка. Более 44 тысяч имен. Это только то, что чудом выплыло на поверхность. А теперь почувствуйте разницу.
Архивы, которые открыли соседи, Украина, страны Балтии, это архивы исполнителей. Кто вышибал дверь сапогом, кто конвоировал, кто нажимал на курок. Это жутко, но это не зовка, это просто руки. А в Москве, в наглухо заваренном архиве президента, лежит совсем другое. Там лежит голова. Там переписка вождей. Кто это придумал, кто обосновал лимиты, кто завизировал. Там мотив, там чистый, расчетливый умысел. Провинция хранит память о том, что делали. Москва насмерть прячет тех, кто приказывал. И вот поэтому Кремль будет вгрызаться в эти полки зубами до последнего. Потому что открыть эти двери — это вообще не про Сталина. Сталин давно сгнил. Это про то, как именно в этой стране веками работает власть. И как она работает до сих пор. Так может, дело вообще не в прошлом? Может, они охраняют живую, действующую инструкцию, как держать эту страну за горло? И знаете, что происходит с теми, кто все-таки пытается прочитать эту инструкцию вслух? Их закапывают, иногда почти буквально. Юрий Дмитриев, историк из Карелии. 30 лет этот человек в одиночку с лопатой и списками искал в карельских лесах ямы, куда НКВД сбрасывал расстрелянных. И нашел. Урочище Сандармох. 236 расстрельных ям. 1000 убитых в 1937-м. Он не просто нашел кости. Он вернул этим людям имена, а заодно назвал имена палачей. И вот тут им стало не смешно. Сначала Сандармох попытались переписать, мол, это не жертвы Сталина, это красноармейцы, которых убили финны. Потом Карельский мемориал объявили иностранным агентом. А потом за самим Дмитриевым пришли по анонимному доносу и повесили на 66-летнего старика статью, от которой у любого нормального человека темнеет в глазах. Судили за закрытыми дверями, дали 15 лет строгого режима. Я не был в этом зале суда и утверждать за следствие не стану. Но сотни историков, писателей, правозащитников по всему миру говорят прямо: дело сфабриковано. Настоящая вина Дмитриева одна. Он выкопал слишком много правды и назвал слишком много фамилий. А сам мемориал, организацию, которая 30 лет по крупицам собирала имена убитых и собрала базу почти на 3 миллиона человек, в 2021 просто ликвидировали. По суду, стерли. А через год мемориал получил Нобелевскую премию мира. Уловите этот контраст. В мире высшая награда за то, что вернули памяти миллионы имен. Дома ликвидация и приговор. Вот вам государственная политика памяти в чистом виде. Не спорить с историком, не опровергать, а посадить его и уничтожить архив, который он собрал. Если эти архивы действительно инструкция, как держать страну за горло, то становится понятно, почему нам годами втирают одну и ту же дичь. Нам же постоянно говорят: вы что, с ума сошли? Нельзя это открывать, там государственная тайна, там безопасность, там такие имена, что скрепы треснут и страна рухнет. Да неужели? А давайте посмотрим на соседей, на тех, кто вылез из той же самой кровавой советской шинели, из подвалов того же самого НКВД. Украина, 2015 год. Принимается один закон, и все, архивы открываются одним росчерком пера. Принцип до наглости простой и революционный. Открыто вообще всем. Неважно, кто ты, гражданин, иностранец, родственник жертвы или просто залетный блогер. Приходи и смотри. Архивы бывшего украинского КГБ, ныне СБУ, это 7 километров полок, 224 тысячи уголовных дел. На сегодняшний день это крупнейший открытый архив карательного аппарата в мире. Заходи, фотографируй каждую страницу, копай. И знаете что? Небо не упало на землю, государство не рухнуло. Наоборот. Люди в кои-то веки увидели, кто именно строчил доносы на их дедов, кто ломал им ребра на допросах, кто подписывал бумажки на расстрел. Нация посмотрела своему самому страшному прошлому прямо в глаза и не ослепла, не рассыпалась. Прибалты пошли еще жестче, вообще по хардкору. Латвия в 2018 году взяла и просто вывалила в открытый доступ знаменитые мешки ЧК, картотеку осведомителей КГБ, 24 тысячи агентов и стукачей. И знаете, кто там всплыл? Самые уважаемые люди, бывший премьер-министр, действующие судьи, политики, публичные интеллектуалы, моральные авторитеты. Да, это был шок. Это было больно и стыдно. Был дикий скандал, но они это сделали. Потому что смердящий гнойник нужно вскрывать скальпелем, а не прятать его под дорогим пиджаком, ожидая, пока начнется гангрена. Вот вам и весь ответ на кремлевское нытье про то, что это невозможно.
Все возможно. Соседи вскрыли этот нарыв и пошли дальше. Более того, они только окрепли. Потому что общество, которое знает о себе самую мрачную правду, уже невозможно держать за идиотов. Так ответьте мне, почему то, что спокойно смогли сделать в Киеве и в Риге, вызывает в Москве такой животный паралитический ужас? Что такого заперто в этих московских сейфах, если от одной мысли об их открытии власть трясет, как от удара током? А трясет их по одной простой и абсолютно циничной причине. Потому что мертвый Сталин нужен этой власти живым. И давайте называть вещи своими именами. Он нужен одному конкретному человеку, тому самому бункерному деду, который на полном серьезе возомнил себя реинкарнацией отца народов. Он же реально спит и видит себя ровней Сталину. Человек наглухо застрял в середине 20 века. Он грезит тем, как снова сидит с сильными мира сего, с красным карандашом и в руках кроит границы Европы и делит планету на сферы влияния. Он хочет абсолютного величия. Он хочет быть новым императором. Но тут возникает критическая проблема. Ты не можешь косплеить великого геостратега, если твой исторический кумир официально признан больным параноиком и упырем. Ты не можешь лепить из себя спасителя нации, опираясь на наследие маньяка, который пускал эту самую нацию в расход миллионами. Именно поэтому архивы захлопываются намертво. Преступления прячутся, а кровь замывается. Миф о сильной руке должен быть стерильным. Смотрите на статистику, она шокирующая. Опросы показывают, больше половины населения страны сегодня называют Сталина великим вождем. За считанные годы палач мутировал в национального героя. И не стройте иллюзий, это не само выросло, это целенаправленно выращивали. И вот давайте теперь до конца честно, где здесь сухие факты, а где мои выводы. Факт – это засекреченные фонды. Факт – это уничтожение учетных карточек зэков в шредерах. Факт – это карманный архив под каблуком у администрации президента. Это все доказано, на это есть документы, печати и подписи. А вот связка, то, что все это делается сознательно, чтобы обслуживать имперские комплексы одного человека и держать всех нас в стойле, это уже мое прямое обвинение. Да, я не читал их секретных приказов с названием «скрыть, чтобы править». Но когда разрозненные факты выстраиваются в одну идеальную линию, это больше не совпадение. Это, мать его, узор. Потому что дело уже давно не в мертвецах 1937 года. Дело в вас, сегодняшних, живых. Государство, фундамент которого залит культом палача, никогда в жизни не вскроет преступление этого палача. Иначе к чертям собачьим рухнет вся конструкция, на которой они держат вас прямо сейчас. Так что же, черт возьми, лежит в тех папках, которых они так отчаянно боятся открыть до сих пор? А лежит там то, что нам добровольно не покажут никогда. Из почти 800 тысяч официально расстрелянных историки смогли вернуть имена лишь четверти. На одного человека, которому вернули лицо и память, приходится 3, которых стерли начисто. 3 из каждых 4. И это я подчеркиваю только те, кого они сами соизволили сосчитать. А что с остальными? Выбор тут, прямо скажем, небогатый. Либо их дела намертво заперты в том самом московском сейфе, куда нас не пускают на пушечный выстрел, либо они уже давно превратились в пепел. И знаете что? И то, и другое – это стопроцентное признание вины. Потому что ты не прячешь и не сжигаешь то, что тебя оправдывает. В печь и под стальной замок отправляется только то, что подписывает тебе приговор. А теперь вопросы не ко мне, вопросы к вам. И к тем, кто сегодня сидит на этих сейвах. Что вы прячете в тех 3/4 безымянных папок? Сколько судеб вы стерли в порошок, отправив в шредер карточку 90-летнего старика, просто за то, что он посмел дожить до этого дня? Чью конкретно подпись вы так трясетесь показать миру спустя почти 100 лет? До какой степени нужно быть трусами, чтобы целое государство до одури боялось пожелтевшей бумажки 80-летней давности? И доколе мертвый человек в этой стране будет оставаться государственной тайной? Ответа они не дадут, но их параноидальное молчание – это уже самый громкий ответ. Потому что государство, которое с таким остервенением прячет свои исторические преступления, не закрывает прошлое, она готовит его повторение.